Я вас вітаю знову в своєму саду під Києвом. Я Світлана. У нас сьогодні отак вітряно, трохи прохолодно. Я розповім про формування барбарису, своего колоновидного барбариса. Видео для тех, кто только купил такого малыша, и не только, таких как я. Я не знала, что колоновидные барбарисы, помимо того, что посадили и обрезать у них высоту, надо еще формировать, чтобы получилась вот такая узенькая, красивая колонна. Расскажу вам сегодня, как я это делаю, покажу. И посмотрим кое-что интересное. Немного полезных советов дам. Идемте. Ну вот это вот барбарисы Хельманд Пилар, которые растут в моем саду уже 3,5 года. Это 4-й сезон. Я посадила вот это аллею, это место одно из первых. Туи посадила, сорт не помню какой, западная, туя западная. Ветер такой, может быть, немного звук будет забивать. Уже немножко начал менять цвет барбарис. У нас холодные ночи. Сорт Хельманд Пилар, колоновидный, довольно высокий, 1,5 метра 60. Но я вижу, он у меня больше. Я в прошлом году где-то полметра. Видно место обрезки, где-то вот так было. Может и больше. На солнышке, сейчас мы подойдем, я вам кое-что интересное покажу. Он растет больше. Так вот, этот барбарис узкоколоновидный, он у меня связан, сейчас расскажу почему. Связан, пеньковая веревка был в прошлом году. Так вот, что про этот сорт могу сказать. Как и все барбарисы, уход за ним обычный, и фунгицидами, и инсектицидами. Больше никаких проблем нет. Полив. Что интересное у этого сорта, то он любит слабокислую почву, как раз наш суглинок, видимо, подошел ему очень хорошо. У меня тут росло 5 штук, 2 барбариса я отсадила в другое место, пересадку перенесли так себе, хотя я пересаживала, как обычно, летом. Свете захотелось летом прошлым пересадить, и, видимо, они восстанавливаются, но постепенно, не так быстро. Вообще этот барбарис растет очень быстро. 20-30 сантиметров в год дает прибавку. Ну, смотрите, 3,5 года и уже второй раз кардинально формированное. Я осенью прошлое его обрезала довольно коротко, вот так. Подумала, нарастет, так нарастет. Что хотела сказать. У него из семян прорастают детки. Детки вот тут вот, сейчас я вам ближе показываю, я их не выкапываю. Почему? Детки за год, вот это, видимо, весенние семена тут. Там еще он уже красивенький. На следующий апрель, в следующем сезоне откопаем, посадим и будут... Сейчас покажу вам, какие красавчики. Вот на этом месте растут мои малюсенькие кустики. Точно такие же, как я вам показала, под взрослым кустом населись семена. Барбарис колоновидный Хельманд Пилар. Довольна я этим сортом очень. Смотрите, какой он рубиново-красный лист имеет, когда растет на полном солнце. Там возле дома немножко полутень, и получается он и не такой пушистый будет, и немножко салатовым отливом, бледнее лист. Если вам позволяет ваша территория, сажайте на полное солнце. Растет сразу вертикально вверх колонной такой. Но в этом году мы его формировать, конечно же, не будем. Ждем, когда древесневеют его побеги, и он поднимется. На следующий год уже будем формировку продолжать. Довольно быстро нарос, за 2 года. Первый год там возле кустика рос, А в этом сезоне весной я его пересадила. И вот эту веточку
Принц Уэльский, тоже, смотрите, уже как взрослый прямо куст. Никто не скажет, что эта веточка была в апреле отрезанная от большого. Что еще хотела сказать? Вон хотела показать вам. Тут шланги мои. Чем я мульчирую свои крупнолистные, свои метельчатые гортензии, которые из черенка. Помните, я вам показывала вот так второй сезон. Вот такие у них и шапки. Немножко приподняла их, уже подсыхают, навожу порядки. Клубнику заказала, буду досаживать сюда 4 сорта клубники. Но хотела показать не это. Чем мульчирую? Мульчирую на картон, как рассказывала. Поросло немножко. Тут у меня хвойный опад был, проросла трава. 2 месяца я сюда не заходила. Тут арбузы, дыни мои были. Мульчирую. Вадим Петрович дробит мне ветки от моей древовидной гортензии. Отлично подходит в качестве мульчи. Потому что перегнивая, вот эти как, они не опилки, тут и цветы, и веточки. И такой приобретает темно-коричневый цвет такой красивый. И дольше, чем трава, и даже дольше, чем хвойный опад она держит. Не прорастают сорняки. А вот я поотмечала веревочками. Это маленькая фрейсмельба, которая будет переезжать у меня к стоянке туда, в мою аллею. Я все хожу, их нахожу по саду, отмечаю. Работа большая мне предстоит. Ну а сейчас идемте, все-таки будем смотреть, что же я делаю со своим барбарисом. Мы возвращаемся к нашим вот этим самым взрослым кустам. Рододендрон Германия как разросся. Высота такая. Что делаем изначально? Для того, чтобы куст самостоятельно, видите, я сняла подвязку, и он стоит вот так вот сам. Что нам надо сделать? Я этого не знала, как я сказала. Я думала, их только надо по высоте регулировать. Колонновидный, значит, растет колонной. Не так-то было. В прошлом году за лето он у меня развалился. В предыдущем немножко развалился, а в прошлом сильно. Хорошо я заметила, и вот это их связала. Это уже было, правда, к концу сезона. Для того, чтобы костяк куста нарос и принял форму желаемую, нам надо нижние ветви, которые мы выберем за основу, связать или кембриком, или бечевкой. Такой пеньковой веревкой. Связываем не низко, где-то полметра, если он у вас уже нарос. Хорошо, чуть выше, но не на самой верхушке, где-то по центру вашего куста. Ветви в пучок завязаны, и они древесневеют и становятся толще, и будут костяком именно в вертикальном положении. Что же сделала я? У меня-то были ветки, вверх росли, но более молодые клонили от дождя, от ветра, разваливались, нарастали по сторонам, и он у меня как веник такой вообще распушился, попадал сюда на рододендроны. Я-то быстренько среагировала, связала, но было уже поздно. Без подвязки куст вертикально сам не рос. Сейчас он держится, я не знаю. Сейчас после обрезки я, наверное, один куст попробую оставить без подвязки, а 2 других все-таки свяжу. А на следующий год, снегом, чтоб не разломала зимой, на следующий год уже буду смотреть, пустить вольное плавание или еще сдерживать вертикальность их. Что мы делаем? Из этих 3 кустов я выбрала самый низкий. Объясню почему. Потому что именно по его высоте я его сформирую, обрежу ровненько, красиво по высоте. Будем ориентироваться по остальным, чтобы вывести уровень такой. И было понятно, чтобы все ровненькие были, красивые. Первое, что мы делаем? Мы, конечно, не по высоте начинаем резать. Я взяла ножницы и секатор. Но молодые ветви хорошо обрезаются и ножницами. У него растут ветви и выбиваются. То есть
мы от основных вот этих веточек срезаем те, которые пошли в сторону. Если нам не надо загущать куст, мы их просто срезаем. То, что осталось, вот эту можно срезать. От основной она пошла, она сама еще, видите, не стоит. Постелить агроволокно надо. Этот барбарис колючий. Сейчас посмотрим ближе. Вот я вам обещала показать детки. Это детки этого барбариса. Видите, малюсенькие. На следующий год они тоже будут большие, красивые. Их тут много населось. Я выберу самые такие крепенькие. А еще, смотрите, заходила сюда, смотрю, рододендрон Каннингемс White. Что ли, цвести будет, наверное, эта почка у него. Странно. Совершенно не нужно нам сейчас его цветение. Так, зашла с другой стороны, смотрите. Вот наглядно видно. Вертикальная, хорошая ветка. Смотрите, какая она толстая по сравнению с моей рукой. Толще пальца. И у нее идут боковые вот эти ветви. Если мы отрежем у них вот эту поросль всю, ну, веточки, которые распушают куст. Чем красивые колоновидные барбарисы, тем, что они вертикальные, узенькие и довольно хорошие. Я ее, эту ветку, срежу всю, потому что в сторону забора мне вот это разваливание совершенно не надо. То есть не бойтесь ему придавать форму. Ну, в принципе, это всех растений касается. Легко режется. Срезайте прямо. Я возьму еще, у меня сучкорез есть, и вот этот сучок толстый срежу вот так на кольцо, как у плодовых деревьев. И вот так я прохожу по всему кусту, нижние особенно. Пышноты они кусту как бы не дадут. И тут за рододендроном у меня их совершенно не видно. Мне оно не надо. Проходим по всему кустику и вырезаем вот такие ветви. Так, я перчатками его даже трогать не буду. Он колючий. Внизу у нас ноги, конечно, немножко оголяются, но именно тут за рододендронами, за растениями, мне и не надо пышнота куста. Примерно на полметра я равняю, видите, и тут, и тут. И оставляю только вертикально растущие ветви. Все, обошли мы весь куст. И на самом верху вот эти метелки, так дальше будет видно. Видите, вот эти метелки, они развалились. Мы от основной ветки будем срезать те, которые идут именно в сторону. Обошли весь куст, создали узенькую колонну. Лишние ветви вообще можно вырезать. Сейчас пройду, посмотрю. И потом вначале я ножницами пройду по вершине, выберу высоту, где самая пушистенькая, вот так. А потом еще раз ровно выведу кусторезом, чтобы идеальная поверхность была. Ну, сейчас мы немножко посмотрим, а потом я вам покажу, как используются колоновидные барбарисы. Сейчас покажу. Обещала вам показать, как используются вообще колоновидные барбарисы, где их сажать очень красиво. У меня их несколько. Барбарис Пау-Вау, вот их слева и справа. И барбарис Мария еще есть колоновидный. Кстати, Мария
самые развалистые, мне кажется. Или я их не формировала еще вообще. Розы красиво сочетание. Gloria Day, Love Song и Чехули, по-моему, роза. Кстати, почти доставила я эти бордюры. Немножко там осталось, и дорожка у нас красивая получилась. Так вот, колонновидные барбарисы шикарно зонируют территорию. Если у вас есть какие-то ступеньки, какая-то зона дорожки с поворотом, они как ворота такие, как вертикальные двери. Еще подрастут, пау-вау медленнее растет, чем Хельман Пилар. Ну вот думаю, тут может быть красный акцент был бы и эффектнее смотрелся. Выводите их строго в колонну. Они у меня тоже связаны. Думала, если меньше ростом, разваливаться не будут. Будут разваливаться, если за ними вообще не ухаживать. И вот так оно смотрится, эта колонна. У меня по задумке они выше, конечно, должны быть, если нарастут. Ну, вы поняли, значит, в местах поворота дорожки, в местах ступенек, в местах каких-то, допустим, лавочка и два вертикальных барбариса рядом посажены, и, допустим, штамбовую гортензию. Вообще такая идея для сада, как пишут. Дам вам идею для сада. Ну вот, что хотела сегодня вам рассказать. Побежала стрижки, пересадки. Получаю завтра новые крупнолистные гортензии. Маленькие заказала, интересные сорта. Будут они у меня, наверное, зимовать в холодном месте. Пересажу в большие контейнеры. Ну, возможно, покажу вам что-то. До встречи в следующем видео. Всего хорошего. Холодает, осень, но работы у нас меньше не становится. Красивая, да, сейчас она такая стала. Это роза Love Song. Уже сильно обрезанная. У нас уже холодно передают. Всего хорошего.